Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о 90-х годах, как я их называю, инопланетяне. Очень интересные, вот действительно интересные. То есть за счет 90-х годов произошел этот технический, технологический взрыв, сдвиг у нас во всем. То есть за счет них. Абсолютно отличается от всех. То есть здесь действительно такое довольно интересное. То есть я когда на них смотрю, я просто восторгаюсь. То есть люди в основном знают, чего они хотят. Они пришли, ну, я бы сказала, наверное, с другой планеты. Со звезды, с планеты. То есть, ну, для меня, когда я, опять же, повторюсь, их смотрю. Чем они отличаются? То есть, здесь идет такой момент интересный. То есть, во-первых, им, я бы еще так сказала, никто не указ. Они все на своих ошибках делают, они двигаются. Они бывают такими, что не знаю, чего хочу, но они все равно достигают успехов. Это люди в основном, которые, если у нас не в раннем браке, то есть они очень поздно женятся, то есть и женятся тогда один раз и надолго. Ну, навсегда, я бы еще сказала. И у них часто бывают поздно дети. Еще чтобы вы понимали. Это поэтому не бойтесь, если у вас ребенок там 90-го года, да, еще не женился. То есть он ищет свое, то есть он ищет себе подобного. Вот так бы я еще сказала. Итак, давайте посмотрим их. Начнем мы с 90-го года. Что у них тут интересного? Кто они такие? Что подскажут карты в этом случае? Итак, вот, смотрите. Довольно непростые, довольно, я бы сказала, хитреца у них есть. Есть мудрость, хитрость, все это есть. Они четко могут отрезать там какие-то каналы, они могут уходить от людей просто так. То есть вот именно если им что-то не понравилось. То есть, опять же, повторюсь, они сами себе на уме. Люди, которые достигают опять успеха тоже в жизни, но они достигают успеха головой. То есть они очень много, вот у них в голове, там не представляете, какой хаос творится. И теперь смотрим по рунам. Так, смотрите, эти люди, они должны действительно всегда двигаться, то есть всегда пытаться заработать, то есть в финансовом плане, то есть они должны такое изобилие приносить в свою жизнь, то есть и в жизнь вот близких людей. Ну, кстати, еще вот они очень успешные должны быть, то есть поэтому им нельзя ни в коем случае стоять на одном месте. И еще, то есть, пожалуйста, кто у меня вот в семье с 90-ми, да, людьми с 90-го года, то есть они могут быть такими, что где-то там уходить в тень, да, и вам будет казаться, что мало внимания от них. Нет, это не так совершенно. У них действительно там в голове очень много творится и переживают за вас и все остальное. Поэтому здесь спокойно к этому относиться. И еще, то есть, что им надо научиться? Им научиться надо концентрации очень хорошей, это одно. И второе, тоже доверие людям. То есть, потому что очень часто они там себе могут накрутить не то, что надо. То есть и научиться работать с людьми. Вот это еще очень важно. Следующий, 91 год. Охотники. Да, 91 я вообще их очень люблю тоже. То есть, смотрите, это люди-охотники у нас, это люди, которые двигаются, у них есть энергия для движения, у них есть хорошая подключка к высшему сознанию, то есть, которые за собой ведут, то есть, и ведут не просто там одного-двух человек, да, то есть, они могут вести действительно там толпы людей, люди, которые свой бизнес могут открывать очень хорошо, очень успешный. То есть на своих мыслях работать. То есть у этих людей часто не бывает денежных планок. То есть вот здесь они могут, опять же, огромные деньги зарабатывать. Руны. 91 год. Да, люди огня. То есть они всегда в сопротивлении. То есть поэтому с ними бывает достаточно сложно. Но у них четко свой путь. То есть они, скажем так, реку жизни выкопали свою. Понимаете, плывут, да, по течению. Это течение может быть очень бурным, но они по нему плывут. И они всегда несут огонь. 92 год. Смотрите, какие они все огненные. 92-й, в принципе, то же самое, что и с 91-м. Но здесь уже идет вот это вот подсознание тоже очень сильное, которое тоже вот этот вот огонь несет, сжигать может, да, все подряд. То есть, но это люди, которые притягивают всегда взгляды. Они очень необычные. Еще вспомним, пожалуйста, 92-й год, что у нас происходило. То есть это, они, понимаете, еще... Ребеллин, как сопротивляются всему очень много. То есть у них такие сопротивления есть. Они в какой-то вечной борьбе живут. Так, руны.
Так, для них опасно это время застоя. Для них просто опасно. Как только они останавливаются, у них замораживается все вокруг. Поэтому им все время нужно двигаться. То есть поднимать себя, двигаться, бороться там с депрессиями, с какими-то вещами. То есть постоянная должна быть борьба в этом случае. То есть да, хаос у них в жизни присутствует, но это еще, понимаете, когда они могут смотреть на кого-то и думать о том, что почему у меня не так, это не зависть, да, почему я не достиг в этом же возрасте успеха. Вот такой у них может быть. То есть определенная борьба внутри. Так, следующий, 93-й год. Так, вот смотрите, 93-й это у нас уже есть такая вот чувствительность, это одно, хорошая чувствительность, это у нас опять же знания, 93-й год, которые несутся в жизни, и они такие на пограничном все время стоят такой на пограничном этапе. То есть им очень нужно быть осторожными, чтобы, скажем так, не уйти куда-то в нехорошее. Ну, по-простому я еще так скажу, да, в нехорошее какое-то. И они очень слепо людям верят. То есть вот здесь надо им подсказки, им нужны подсказки, то есть тот человек или не тот рядом с ним. Руны. Да, то есть они зависимы от людского на самом деле, то есть они очень хорошо, кстати, работают в парах. То есть они дают свою энергию, то есть и люди за счет них еще и развиваться могут. То есть это такие люди, как талисманы тоже могут быть. 94-й. 94-й. Вот это вот люди сомнений часто. Вот как раз вот у 92-го, по-моему, такой был. Они похожи чем-то. То есть это люди сомнений, то есть они талантливые, они необыкновенно талантливые, у них очень много заложено, нужно этот талант вытащить. Но они всегда думают о том, что они не могут достичь успеха. Хотя вот я говорю, опять же, их талант, они сами себя принижают. Поэтому вот здесь нужна помощь людей, которые рядом тоже, то есть которые будут им говорить, ты молодец, у тебя получилось, понимаете, вот, которые будут где-то их подталкивать. Вот эта поддержка нужна постоянно. То есть тоже, опять же, вот 94-й, 92-й, они у меня вот, ну, когда это вот не от мира сего. Вот это такие интересные ребята. Руны. Так, смотрите, еще эти люди очень много должны передвигаться, то есть у них как будто нету своих корней, то есть они как будто вот куда-то все время стремятся, то есть они хотят переехать, что-то там построить, что-то вот такое сделать, то есть как бы именно для семьи, то есть они вот этого семейного им всегда почему-то не хватает. Вот 94-й год, они такие интересные. И у этих людей, вот опять же повторюсь, если кто-то там не вышел еще 94-й год замуж или там не женился, за них, пожалуйста, не переживайте. Они ищут 100% только себе подобных, то есть таких же интересных, таких же развитых. 95-й год. Так, ну эти у нас в вечном поиске, 95-й. То есть они в поиске себя, они в поиске каких-то возможностей, они в поиске там и обучения каких-то. То есть они вот все время находятся в таком, они не могут остановиться. То есть вроде бы вот, понимаете, это так вот, вот выучились чему-то, да, блин, что-то маловато, вот, а я хочу еще вот это, то есть им опять дальше учиться надо, там есть семья, как-то не так, надо что-то больше, понимаете, вот такое, то есть они в вечном так называемом поиске 95-й. Да, у них нет покоя, у них не бывает внутреннего покоя. Вот это вот их задача как раз этот покой найти, потому что через беспокойство, через внутреннюю вот эту вот постоянную борьбу с самим собой, у них появляется слабость, то есть они могут энергию раскидывать не туда, куда нужно. То есть здесь, повторюсь, нужна поддержка близких. Так, 96-й год. Ну, 96-й это у нас притягательная энергия, то есть очень хорошая, очень мягкая, очень умные люди рождаются в этот год, то есть вот это. И они, знаете, еще такие, они мне напоминают часто отшельников. То есть они вроде бы в компании, вроде могут веселиться и все остальное, но все равно они все время сами себе на уме. То есть это люди, которые такой молоточек мне их показывают. То есть они могут и поклевать, как говорится, да, где-то постучать по голове, но они вот их надо научиться понимать. Вот поэтому их сложно, кстати, понимать, 96-й. Они вроде и заземленные, и воздушные. Понимаете, тоже такое сочетание очень интересное у них. Так, да, вот они у нас точно молоточек. То есть они себе всегда путь пробивают. Вот их задача как раз действительно никогда тоже не стоять на месте, а всегда головой пробивать там все что угодно. То есть если не получается найти выход, значит обойти. То есть всегда размышлять, всегда вот искать новое что-то. То есть никогда не останавливаться на месте. Кстати, тоже очень часто ошибаются в людях. Так, 97-й год.
Так, ну 97-й, смотрите, то есть здесь они интересны тем, что они тоже уже на высоких вибрациях идут, то есть духовные достаточно, и они слишком много переживают за все вокруг. То есть они могут не показывать это, но переживания у них идут. Еще с этими людьми надо быть немножечко осторожнее тем, что смотреть, какие у них привычки. Они могут уходить не в ту сторону, которую нужно. То есть поэтому где-то их нужно вот помогать им. То есть не просто там, сам выберется, нет, им тоже нужна помощь. Опять же, повторюсь, 90-е годы еще и зависимы от окружения очень так сильно. То есть вот это, от этой поддержки. Так, и руны 97-й. Так, у них прям запрещено им оглядываться назад, то есть всегда движение вперед. Они не должны возвращаться в прошлое, то есть что в партнерстве, что в работе, что в знаниях, то есть они всегда должны что-то более так набирать, подниматься, как говорится. Еще они находятся в таком периоде, я сейчас скажу, 97-й год, они интересны тем, что когда они пришли, они как раз вот это, как я сказала, граница, да, то есть определенная граница, они в этот мир новую энергию начали приносить. То есть она еще была такая слабоватая, но они вот как раз через свое рождение начали этот мир уже менять. Понимаете, потом дальше там я вам расскажу уже вот по 90-м, что там менялось. Так, следующий год, 98-й. Люди, которые часто скрывают свой потенциал. Потенциал мощнейший, который нужно открыть, нельзя прятать ни в коем случае. Хватает энергии мужской, сильной, хватает подключки к информационному полю, то есть они могут двигать. Еще этот потенциал, то есть это очень часто бывает, что он в роду заложен, и он вот, ну, не всплыл, да, не поднялся, когда надо. Вот их задача его найти. Так, и руны. Так, вот у этих людей, 98 бывают потери очень частые. То есть они вот могут терять достаточно много той жизни. И им становится не то, что сложно. Они, да, они поднимаются, они идут дальше. То есть здесь действительно, но им всегда нужен отдых. Поэтому, если у человека что-то произошло, кто у меня в 98-м родился, то есть не лезьте к нему в душу лишний раз, да, просто скажите, что вот, ну, здесь есть я тебе всегда помогу. То есть, чтобы у них была надежда, что кто-то есть. В чем их задача? То есть это постоянный рост. Рост непростой. То есть рост это эзотерический рост у нас, то есть это вот ментального поля там тела, да, вот этих вот всех вещей астрального. То есть все время какие-то знания в себя принимать уже более такие глубокие. Так, и последний, 99-й год. Вот сейчас я немножко, наверное, его так коснусь. Интересно, в 99-й год я этих людей... У них не всегда хватает энергии для подключки к информационному полю. У них очень сильная вот эта энергия, она есть. Таких людей я часто называю пророки. То есть если бы у них хватало верхних энергий, скажем, вот этой энергии нижних, да, то есть вот это соединение было очень сильное. Кстати, эти люди очень часто являются родоначальниками нового рода. Очень часто, то есть это, наверное, каждый второй. Вот им как раз надо научиться слышать это вот поле, то есть информационное поле, да, ну, Бога по-простому скажем. То есть научиться слышать, потому что у них все знания заложены внутри. Они такой сейф, который нужно открыть. То есть и их задача, вот одна из основных задач, это открыть вот эти вот знания все. Так, и теперь смотрим. Смотрите. То есть это люди, которые могут крутиться в любой среде обитания. То есть они могут быть непонятны для кого-то, но сами они, если начинают идти, они могут достигать тоже огромных успехов. То есть в основном это финансовые, да, и набор энергии. То есть здесь это есть. Им нельзя стоять тоже на месте. То есть, ну, в принципе, это всем нельзя стоять на месте. Но у них очень интересно. Еще 99-й, коснусь еще раз их. Когда они пришли в мир, вот они дали такой мощный уже толчок для технологий. Вот эта энергия, то есть это вот я говорю, инопланетная энергия, она пришла с ними. То есть посмотрите, с 99-го года какой у нас прорыв начинается, там в телефонах, во всем что угодно. То есть и как раз это с них началось. Было раньше, но оно было слабее. А вот с 90-х начиналось, росло, дошло до 99-го, все, вот эта информация, она здесь. Так, и теперь руны. Да, люди, которые пришли менять, то есть пришли изменения приносить в жизнь через конфликты, через все что угодно. То есть они пришли вот именно менять. Тоже вот их, они, как и 94-й год, могут очень поздно жениться или входить замуж, пока не найдут себе подобных. Вот я говорю, это все инопланетяне у меня. Так, на этом все. Это были у нас 90-е годы. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Буду рада вас видеть в следующем видео. Там у нас уже идут 2000-ники. До свидания, мои хорошие.